Здравствуйте, мы снова с вами. Будем продолжить нашу видеосправку по аддону Сверчок для Blender. Сегодня мы приступим к изучению нод. Изучением мы немножечко вернемся опять к предыдущей справке и поговорим о интерфейсе и рабочем пространстве Сверчка. Перейдем в раздел Сверчок. В раздел «Основные утилиты» я в прошлый раз говорил, что не совсем в курсе по поводу показать последние комментарии. Сейчас объясню, что это такое. Это нужно для того, чтобы посмотреть, какие последние изменения были внесены в Сверчок. Для того, чтобы это сделать, мы здесь откроем информация и нажмем на кнопку «Показать последние комментарии». Вот они у нас здесь появились. Здесь описано, кто внес изменения и краткое описание каждого изменения, которые были внесены в последнюю версию. Соответственно, потом мы нажимаем «Проверить наличие». Здесь показано, что есть новые обновления для Сверчка. Нажимаем на эту кнопочку и получаем обновление. Все это работает, конечно, при наличии доступа в интернет. Теперь после обновления нам нужно перезагрузить Сверчок. Вернее, Blender, конечно, не Сверчок. Так, вот мы его перезагрузили. И мы еще немножко поговорим о, так сказать, рабочем пространстве. То пространство, которое было представлено ранее мной, то, что я использую. Но в принципе возможно и другие варианты рабочего пространства. Здесь у нас получается непосредственный рабочий стол для Сверчка, viewport для просмотра того, что мы делаем, и текстовой редактор. Он требуется нам для работы с некоторыми нодами. Хотя, в принципе, здесь можно также использовать информация, либо консоль питона. Тоже вполне возможно, что понадобятся эти разделы. По умолчанию я предпочитаю редактор текстов. Можно сделать немножко другую организацию рабочего пространства. Так, мы сейчас перейдем в Сверчок. Объединить. Так, и добавляем горизонтальную. Вот так вот. И вертикальную делим. Это вот так вот. Соответственно, сюда мы добавляем редактор текстов. А здесь 3D Viewport. То есть, в принципе, возможно и вот такое расположение. В этом случае здесь достаточно большое пространство для моделирования. Или можно использовать еще более упрощенный вариант. Это так. Сделать вот так. То есть убрать текстовой редактор и оставить только viewport и рабочий стол Сверчка. Я вернусь в привычную мне среду, рабочий экран, рабочую среду,
которой я привык работать. Другие варианты, в принципе, ну, кому как будет удобно, кому как понравится. Здесь нету точных каких-то рекомендаций. Ну, самое главное, чтобы у нас было достаточно большое пространство именно в сверчке. Приступим к работе с нодами. Ну, для начала мы добавим многострадальный кубик, ноду кубика. Вот она у нас. Ну, как видите, сама ноду мы добавили, но во вьюпорте еще ничего нету, ничего не показывается. Для того, чтобы во вьюпорте появилось отображение, нам нужна нода визуализации WaveDraw. Вот мы ее добавляем. И теперь, вот смотрите, у кубика есть выходы, сокеты выходные, вершины, точки, ребра и полигоны. Вот. Мы соединяем вершины с вершинами. И вот тут у нас появились наши вершинки этого кубика. Теперь добавляем ребра. Вот. Ребрышки наши появились у этого кубика. И добавляем полигоны. Вот такой вот кубик у нас теперь есть. Это вот та самая нода кубика, которую мы добавили в самом начале. Теперь поговорим немножечко о WaveDraw. Вот. Что из себя представляет данная нода WaveDraw? Здесь у нас кнопочка «Показать, скрыть отображение во вьюпорте». Вот. И есть 4 клавиши, 4 кнопки для различного типа визуализации. Ну, вот простейшие, как бы геометрия. Вот. Потом можно добавить с тенями, сглаженные тени и добавить, в общем, ноду, которую можно загрузить, ну, как бы сценарий питона. Ну, в основном мы будем работать при простом, он более показательным и более удобный. Следующее, у нас панели показывают, какой размер вершин на отображении. Можно их увеличить. Вот они увеличиваются. Или уменьшить. И, соответственно, толщина ребер. Можно опять увеличить и уменьшить. Следующие две кнопки — это основная кнопка для запекания объекта. Пока я сейчас не буду нажимать, мы чуть позже это сделаем. И кнопка оцентрировать отображение во вьюпорте. Дальше идут сокеты, входные, вершины, ребра, полигоны и матрица. И последние сокеты — это настройка цвета отображаемого во вьюпорте. Цвет вершин, вот мы можем их поменять. Вот они меняются, как красненькие, желтенькие, синенькие. Ну, вот кому как захочется. Вот.
Следующие у нас ребра, цвет ребер, опять же таки, можно изменить. И цвет полигонов. Опять же таки мы можем изменять цвет. Вот. Что мы можем, в общем, сделать с кубиком? Коль мы его добавили, определить центр кубика. Сейчас он находится в центре координат, центральная точка. Можно использовать снизу, то есть в нижней грань находится по центру, выравнивается. Или привязаться к углу. Вот. Ну, соответственно, здесь можно поменять размер кубика. Вот. Следующие три параметра добавляют количество ребер по плоскостям X, Y и Z. То есть насколько он будет делен. Сегодня также мы еще рассмотрим ряд других нод, которые достаточно часто нам будут нужны для работы. Ну, во-первых, начнем с ноды числовой А-номер. Эта нода позволяет добавлять числовые значения либо с плавающей точки с точкой или целочисленные. Вот. Как это работает? Мы добавляем к параметру размер, и она у нас исчезла, превратилась в точку, потому что здесь параметром является 0. Вот можем и добавлять и 1, 2, 3. Вот, 1, 2, 3. Это целочисленное значение, либо с плавающей точкой. Ну, здесь, соответственно, можно в сотых долях размер выставить. Что есть в ноде А-номер? Можно настроить диапазон числовых значений. В данном случае по умолчанию от минус 500 до 500. То есть мы не можем уйти за границы этих чисел. То есть мы уже не можем добавить, допустим, число минус 501 или наоборот 501. Вот. Ну, таким образом можно управлять, если нам нужны какие-то определенный диапазон значений, ну, скажем, допустим, от 0 до 10. Вот. Соответственно, мы не можем уйти в отрицательные значения и не можем сделать наш кубик больше 10. Вот. Ну и, соответственно, точно такая же настройка есть для целочисленных значений. Вот.
Также мы сегодня рассмотрим ноду с вспомогателями. Есть текстовая нода стереоскоп. Что она дает? В процессе каких-то математических вычислений не сразу можно сообразить, какое значение будет подаваться на входной сокет какой-то ноды. Соответственно, для того, чтобы определить правильное значение или нет, мы можем подсоединить сюда и получим значение, которое поступает. Вот, в данный момент тут 3, здесь 3. Соответственно, значит, сюда у нас попадет значение 3. Вот. Более подробно я пока не буду рассматривать эту ноду. Вот. Перейдем еще к одной интересной ноде. Wave Index. Тоже очень полезная нода, чисто для того, чтобы определить расположение, нумерацию вершин, ребер, полигонов. Вот. Давайте мы сейчас ее подключим к кубику нашему и увидим, как располагается, как идет нумерация вершин в нашем кубике. Вот, начиная от единицы, и пошло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Вот. Очень часто бывает в процессе моделирования нужно определить, где какие вершины находятся. То же самое относится к ребрам. Вот мы теперь видим ребра, нумерацию ребер и, соответственно, нумерацию полигонов. Чаще всего используются либо вершины, либо ребра. Они бывают нужны для выборки, для моделирования. В общем, так вкратце я рассказал о нодах, которые чаще всего нам будут нужны. За исключением кубика. Он как пример вот здесь присутствовал. Прошу прощения. Я еще хотел рассказать о ноде Vector In. Тоже достаточно частая нода, используемая в моделировании. Она задает координаты точки по x, y и z. Вот. К примеру, в данный момент здесь нету, в некоторых случаях нужно определить центр построения модели. Вот. И через эту точку можно добавить и определить этот центр. Здесь, в принципе, все достаточно понятно. Соответственно, вот к этим входным сокетам можно подсоединять А-номер для управления этой точкой.
Ну вот это вкратце о нодах, которые достаточно часто используются, ну, практически всегда в моделировании использования стричка. Вот, на сегодня мы закончим наш видеосправку. Благодарю за внимание. До свидания. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Ну, если есть желание, можете поддержать наш видеоканал. Реквизиты для доната вы найдете в описании к видео. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.